Приступаем к созданию нагрудника и рюкзачка для пингвина. Для этого нам понадобятся вот такие вот две выкройки. Кладем мы их на вот такие две выкройки. Кладем мы их на контрастный фон и сверху накрываем нашим стеклом, которым мы пользовались, когда лепили глаза. Для того, чтобы сделать рюкзачок, у пингвина рюкзачок у пингвина объемный. И для того, чтобы его сделать, мы возьмем фольгу пищевую и сформируем объемный каркас рюкзачка из нее. Отрываем фольгу и сминаем. Рюкзачок похож на полуяйцо заостренное. Рюкзачок похож на половинку яйца заостренного. Рюкзачок похож на половинку яйца, чуть больше заостренного с двух сторон. Поэтому формируя его, делайте акцент на верхнюю часть, чтобы сделать ее более округлой сверху и приплюснутой с обратной стороны.
процессе формирования хорошо проминаем фольгу, чтобы она как следует промялась со всех сторон и в ней не оставалось воздуха. Потом берем карандаш или ручку после того, как сформировали вот такой вот деталь, выпуклую с одной стороны, приплюснутую с другой стороны. Нам необходимо сгладить края, чтобы она не была бугристая. Берем карандаш или ручку и разглаживаем фольгу, стараясь прижать все бугры, которые нам могут помешать. Мы разгладили эту деталь. Она стала более ровная и менее бугристая. Теперь нам нужно покрыть ее термопластиком. Ну или если вы используете папье-маше, то покрываем эту деталь папье-маше. Я буду использовать вот такой пластик. Он самый дешевый пластик, который я смогла найти. Я его покупала на пробу. Мне не очень понравилось с ним работать. Но как раз таки для того, чтобы сделать рюкзачок пингвина, а потом его покрасить, он мне идеально подойдет. Берем термопластик, разминаем его, чтобы он был мягкий, с ним было проще работать, потому что сейчас он ломается и не лепится, поэтому его надо хорошо промешать до однородного состояния.
Залепливаем полностью нашу модельку, которую мы сделали из фольги, чтобы фольги не было видно. И все закрывалось массой, которую мы используем. Хорошо проминая, распределяем термопластик по всей фигурке. В местах, где у нас стыки пластиков, промазываем, чтобы стыки не были видны. Если вы используете папье-маше, тоже промазывайте все стыки. Я думаю, что при изготовлении рюкзачка пингвина проще будет использовать все-таки папье-маше, чем пластик. С обратной стороны заклеивать полностью не нужно. Можно сделать вот такой небольшой бортик. Буквально сантиметром шириной, потому что после запекания с обратной стороны мы будем приклеивать картонку. И формируем бортик.
Таким образом мы уменьшим количество расходуемого термопластика, потому что эта поверхность у нас все равно будет закрыта, и закрывать мы будем ее другим способом. Вот что у нас должно получиться. С внутренней стороны термопластик заходит на сантиметр по периметру. С внешней стороны мы получаем вот такую вот форму, обмазанную папье-маше, обмазанную термопластиком или папье-маше. Мы ее кладем, и нам нужно максимально выровнять. Если вы используете термопластик, то для выравнивания нам нужна круглая гладкая поверхность, и мы просто прокатываем по ней. И мы просто по пластику прокатываем круглой гладкой поверхностью. Можно использовать стейки, спицы, круглые ручки, любую круглую гладкую поверхность. Прокатываем, сглаживая бугры и распределяя термопластик, чтобы он был максимально гладкий. Если вы используете папье-маше, то эту операцию можно сделать после высыхания детали. Просто шкурочкой зашкурите все неровности, сделая поверхность гладкой. Термопластик можно тоже зашкурить, но если вы лепите из термопластика, цвет которого совпадает с тем, который вы хотите видеть на рюкзачке, то тогда, если вы зашкурите, у вас появятся следы шкурки и будет все неаккуратно выглядеть. Если вы собираетесь красить и заклеиваете рюкзачок любым термопластиком любого цвета и качества, тогда вы можете после выпекания, конечно же, зашкурить все, чтобы все было ровно. Я собираюсь красить.
потому что использую термопластик разноцветный. У меня нету термопластика серебристого или серого оттенка в таких количествах, и я использую разноцветный термопластик, который у меня есть. После того, как я запеку рюкзачок, я его собираюсь красить. Поэтому покажу вам и процесс ошкуривания рюкзачка тоже. Рюкзачка по бокам, вот в этих районах, находятся две выпуклые детали. Мы сейчас будем их лепить. И вот здесь вот у него находится треугольник, но он не выпуклый, а впуклый. Если бы деталь была сделана целиком из термопластика, нам бы ничего не стоило вырезать треугольник, который нам нужно, из этой детали. Но поскольку у нас деталь имеет облегченную форму и внутри нее находится фольга, мы не будем вырезать ничего, сделаем следующим образом. Нам понадобится термопластик, скатываем его в шарик, приплюснываем и раскатываем его лепешку. Раскатали. И теперь по прямой вырезаем полосы. Нам нужно всего 3 полосы. Ширина полос приблизительно около сантиметра, но это не имеет большого значения. Теперь мы эти полосы кладем вот так. Одна полоса сверху. Вот так полоса сбоку. Примерили, подрезали лишнее, чтобы у нас они состыковывались друг с другом. Состыковали. И еще одну с другой стороны. Примерили. Пометили. Отрезали лишнее. Обязательно хорошо разглаживайте все стыки, чтобы не было никаких зазоров. В процессе окрашивания
Краска может забить щели, а может сделать на них акцент. Поэтому старайтесь разглаживать как можно тщательнее. Вот таким способом мы сделали треугольник. Теперь нам нужно сделать боковые выпуклые детали. Для этого берем пластик, размягчаем его, если он застыл. Берем пластик и формируем из шариков такие колбаски с заостренными краями. Длину вы можете делать самостоятельно, какая вам больше нравится. Либо можете взять такую, как у меня. У меня длина, которая нарисована, составляет 4 сантиметра, а длина колбаски составляет, ну, где-то 4,5 сантиметра. Так что я буду брать приблизительно 4,5 сантиметра. Формирую две такие колбаски, чтобы они были одинаковые. Вот у меня две одинаковые колбаски. Теперь их приплюснываем с одной стороны. Вот так приплюснули. И приклеиваем эти колбаски в места, где должны быть похожие на ракеты накладки на рюкзачке. Чтобы не ошибиться, положите себе какую-нибудь линейку, что-нибудь, что будет определять размер краев. Ну, где-то вот так вот. Теперь хорошо вот так вот вминаем эти колбаски. Должно получиться вот таким вот образом. Вот она такая более острая сверху и примятая к низу. То же самое делаем и со второй. Примяли, разглаживаем края, чтобы они были ровными.
и убираем по возможности все бугры. Вот что у нас должно получиться. Вот такой вот рюкзачок с острыми выпирающими деталями и с треугольником внутри. Выравниваете все перед тем, как ставить сушиться или запекаться максимально. И если вы это делаете под покраску, то вы можете потом, после того, как запечете или высушите, зашкурить моменты, которые вам не нравятся. Если вы это не делаете под покраску, то лучше сразу изначально сделать нагрудник пингвина. Для этого мы просто раскатаем термопластик небольшим пластом и вырежем сам нагрудник. Теперь нам нужно сделать нагрудник пингвина. Для этого мы просто раскатаем термопластик небольшим пластом и вырежем сам нагрудник. Я использую пергаментную бумагу для выпекания, для того, чтобы при раскатывании термопластика у меня он не прилипал к поверхности. Гладким предметом раскатываем термопластик. Если у вас появляются дыры, если у вас появляются пузыри в термопластике, вы можете проткнуть их иголкой и выгнать оттуда воздух. Делаем пласт, так, чтобы помещалась наша выкройка. Пласт делаем не очень толстый, толщиной не более 3-4 миллиметров. Ну да, толщиной не более 3-4 миллиметров. Сделали такой вот пласт. Кладем на него лекало нагрудника. Немножко придавливаем, чтобы лекало приклеилось. А теперь иглой или ножом проводим по краю лекала, обводя его.
И вырезаем, собственно, по форме пластик. Я вырезаю иглой, просто обводя по кругу. И снимаем нашу выкройку. Мы получили вот такой вот нагрудник. Из пластика. И по краю приглаживаем пальцем края, которые получились после обрезания, чтобы их смягчить и скруглить. И также поступаем с внутренними краями, немного отклеив пластиковую деталь от бумаги. Немного отклеив пластиковую деталь от бумаги. Проглаживаем, чтобы их смягчить. Вот что у нас получилось. Также у детали нагрудника имеется две плоские клепки спереди. Для этого мы просто катаем из пластика шарики, две штуки, одинакового размера. Один шарик. И второй. И формируем из них сначала шарики, а потом приплюснывая и прокатывая по бокам такие цилиндрические лепешки. И приклеиваем их в места, где должны находиться клепки. Вот так. Сильно не придавливаем, чтобы они не сливались с основой. Один и второй. Все. На этом изготовление рюкзачка и нагрудника заканчивается. Высушиваем их или запекаем. Все зависит от того, кто из чего делал. Наши детали высохли или запеклись, и теперь надо подготовить их под покраску. Если вы не будете окрашивать детали
акриловыми красками после того, как вы их сделали, то вы можете этот этап пропустить. А для тех, кто делал детали под покраску, я покажу, как ошкуривать детали. Мы отрываем небольшой кусочек шкурки и вот таким образом аккуратно обтачиваем все острые края. После того, как прошлись по всем краям, стачиваем их еще немножко внутри, чтобы они стали менее острыми. Вот что должно получиться. Мы убрали все неровности и сточили острые края по периметру детали. Как подготовить рюкзачок к покраске? При высыхании и запекании видно, что он высох довольно-таки неравномерно, учитывая тот факт, что я использовала здесь дешевый пластик, и он также неравномерный и запекся, как бы я его ни пыталась выровнять. Для этого я просто шкуркой зачищаю рюкзачок таким вот образом, стачивая бугры, которые мне не нравятся. И все лишние пупырышки, которые возникли при запекании и прочее, просто стачиваю шкуркой. Я хочу максимально сравнять поверхность перед окрашиванием.
Теперь нам нужно покрыть поверхность деталей грунтовкой. У меня грунтовки нету, я буду использовать за место грунтовки обыкновенный клей ПВА. Перед тем, как покрывать грунтовкой детали, нам нужно их обеспылить. Просто вытираем с деталей влажной тряпочкой. Если вы посмотрите, то вы увидите, что на детали остались потертости. Поэтому, если вы покупали термопластик серебристого или темно-серого цвета специально для того, чтобы не окрашивать детали после того, как вы их слепите, то способ ошкуривания их, чтобы выровнять, вам не подходит. Ошкуривание подходит только в том случае, если вы после того, как ошкурите деталь, будете ее окрашивать. Убираем пыль с рабочей поверхности. И теперь можем грунтовать. Не имеет значения, какой именно клей ПВА вы будете использовать или какую грунтовку. Собственно, клей ПВА и грунтовка нам нужны для того, чтобы организовать хорошее сцепление краски с поверхностью. И просто мягкой кистью таким образом покрываем всю деталь. После того, как вы прогрунтуете поверхность детали пластиковой или из папье-маше, грунтовка или клей ПВА, как в моем случае, укрепляет и заклеивает микротрещины, которые могли образоваться во время того, как вы шкурили детали. И вот так вот покрываем тонким слоем. Смотрим, чтобы не было пузырей на детали. Излишнюю грунтовку, подтеки, пузыри или большое ее скопление разгоняйте по всей детали, убирайте. Она не должна высыхать буграми, и все излишки надо убрать. На этом оставляем детали высыхать. Наши детали высохли, и мы приступим к второму этапу подготовки к окрашиванию. Можно окрашивать детали сразу серебряными акриловыми красками, либо красками для макетов. Можно окрашивать детали с помощью аэрографов или из баллончиков. Я буду окрашивать детали в два этапа. Я сначала покрою детали белой акриловой краской для того, чтобы выровнять их цвет. И в случае, если у меня будет выбиваться цвет детали через краску, он не давал разности в оттенках. Так что покрываем разности в оттенках. Покрываем белой акриловой краской.
Мы покрыли детали слоем акриловой краски. Акриловая краска сделала их более однородными по цвету и закрыла и заполнила собой микротрещины. После того, как детали высохнут, я буду их покрывать аэрозольной краской алюминиевого цвета, цвета металлик. Можно использовать серебристый цвет, можно использовать алюминиевый цвет, можно использовать хромирующие краски. Они тоже прекрасно подойдут для окрашивания этих деталей. У меня вот такая. Она у меня уже довольно-таки давно. Обыкновенная эмаль металлик алюминиевого цвета для окрашивания разных поверхностей.